Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сделаем воздушное мягкое тесто для любой начинки и разберемся, что ему позволяет долгое время не черстветь. Пироги будут с картофелем и грибами. Давайте скорее начнем. 250 мл теплой воды смешиваем со сметаной комнатной температуры в количестве 60 граммов. Вместо сметаны подойдет любой кисломолочный продукт. Высыпаем 8 граммов сахара, а следом раскрошим 20 граммов свежих дрожжей. Если возьмете сухие, то понадобится 6-7 граммов для данного количества продуктов. Размешиваем до растворения крупинок, это важно. В миске здесь отмерено 500 граммов муки. Добавляем из этого количества столько, чтобы загустить опару. Консистенция как сметана. Накрываем, оставляем в тепле на 30 минут. Пока поставим варить без соли 600 граммов картофеля. Параллельно в растительном масле обжариваем до золотистого цвета 2 мелко нарезанные луковицы. Когда лук подрумянится, добавляем грибы. Конечно, грибы это не обязательный продукт. Просто с картофелем будет тоже вкусно. В моем случае это маслята, лесные грибы. Они заранее отварены до полной готовности. Если будете использовать, к примеру, шампиньоны, то их совершенно не нужно варить. Добавляйте сырые сразу после обжарки лука. В процессе необходимо лук с грибами посолить. И, конечно же, дождаться, пока грибы отдадут влагу и начнут сами жариться. Опара уже готова. Она успела осесть, поднявшись хорошо. Это заметно по краям миски. Продолжим замешивать тесто, высыпая 10 граммов соли. Добавляем 2 желтка и 70 граммов растопленного сливочного масла. Масло растопите, но при этом не перегревайте. То есть доводить до кипения его не нужно. Постепенно подсыпаем остатки муки. Напомню, здесь было только 500 граммов. И когда тесто уже хорошо загустится, можно добавлять еще 100 граммов муки. Не обязательно все. Будем смотреть по тесту. И замешиваем тесто уже руками на рабочей поверхности. Конечно, с мукой можно легко переборщить, если добавить ее всю сразу. Либо ошибочно вам может показаться, что муки маловато, так как тесто на руках и на столе. Просто соберите его остатки, чтобы лучше определить готовность. И как видите, тесто уже не прилипает. Желтки делают тесто нежным, вот поэтому мы их используем сегодня. Белок тоже можно добавлять в тесто, но лучше, конечно, взбивать его предварительно в пену. Что касается сметаны, то она делает тесто влажноватым. Не мокрым, а влажноватым. То есть после остывания пирожки будут не сухие. Но это еще не один момент, который влияет на сухость теста. Расскажу чуть позже. Вот такое тесто идеально, оно собрано в шар, слегка расходится в стороны, но при этом не плывет, сохраняет форму. Всего для рецепта мне понадобилось 600 граммов муки. Смазываем его совсем чуть-чуть сверху растительным маслом. Оставляем его снова в тепле на 40-60 минут. Важно, чтобы тесто увеличилось минимум вдвое. Картофель уже полностью готов. Разминаем в пюре, добавляя 40 мл молока, 40 граммов сливочного масла, перец и соль по вкусу. Безусловно, все эти продукты можно добавлять только по вашему вкусу. Чего-то больше, чего-то меньше. Но важно не делать пюре очень жидким. Пирожки могут порваться при выпечке. Остается добавить в пюре грибы с луком и все тщательно перемешать. Начинка готова. Теперь она должна остыть не до холодного, а до теплого состояния. Почему, узнаете чуть позже. Тесто простояло в тепле 50 минут.
Смотрите, насколько оно воздушное. Совсем немного подсыпаем муку, чтобы обмять его. Выгоняем газ, который скопился внутри при брожении. Делим на кусочки весом по 60-80 грамм, в зависимости от желаемого размера самих пирожков. У меня каждый кусочек чуть больше 70 граммов. Получилось 14 штук. Далее вот таким образом скатываем заготовки теста в шарики. Я всегда упоминаю, для чего это нужно. Напишите в комментариях, если помните. Теперь заготовки накрываем обязательно. Ждем 10 минут. Шарики теста должны увеличиться в объеме. Начинка почти остыла. Когда она теплая, то пирожки будут лучше подниматься при расстойке. Спустя 10 минут берем по шарику теста и раскатываем не очень тонко. В центр круга размещаем щедрую ложку начинки. Лепим желаемой формой пирожки. В данном случае они будут треугольные. Слегка их как бы взбиваем, делая объемными, не плоскими. И швом укладываем на противень, обязательно на расстоянии друг от друга. Сразу прикрываем, чтобы тесто не пересыхало сверху. Оставляем готовые пирожки перед выпечкой на 10 минут. За счет теплой начинки они быстрее поднимутся. Смешиваем один желток и чайную ложку сметаны. Это лучший колер для любого теста. Он дает румяную корочку и при этом глянцевый блеск. Смазываем этой смесью пирожки с картофелем и грибами. Напомню, что важно поднять тесто перед выпечкой. Если оно плохо подойдет, то в духовке сверху образуется быстро корочка, а внутри не поднявшееся тесто просто ее разорвет. Соответственно, выглянет и начинка, и пирожки могут порваться по бокам. Выпекаем пирожки 20-25 минут в зависимости от их размера, но не больше. Температура 190 градусов, если духовка газовая, а в электрической чуть меньше, 180. Выпекаем до румяного цвета. Взгляните, какие они пышные, блестящие и румяные. Причем это тесто никогда не подгорает ни снизу, ни сверху. Не держите его дольше, чем положено, чтобы сохранить именно влажность и не пересушить. Пирожки готовые, остужаем их на решетке, так как начинка внутри очень горячая, напомню, это пюре. И давайте скорее пробовать. Тесто мягкое, равномерно поднялось. Совершенно нет запаха от дрожжей, потому что их в меру. При этом тесто воздушное. Внутри идеальная по консистенции начинка. Чувствуются и грибы, и картофель. Да вы и сами все видите. До новых видео, пока!